Мир состоял из аромата свежемолотого кофе, звонка фарфора и усталой улыбки, которую я надевала как униформу к 8 утра. Моя жизнь была предсказуемым маршрутом. Метро, работа за стойкой кофейни у Антонио, вечерний сериал и одинокий ужин. В 25 лет я уже почти смирилась с тем, что моя история будет черно-белой, как плитка на полу в заведении. А потом появился он. Его звали Максим. Он начал приходить каждый будний день ровно в 3 часа, когда послеобеденная суета стихала и в кофейне воцарялась ленивая сонная атмосфера. Он заказывал двойной эспрессо и кусочек тирамису, садился за столик у окна и часами работал за ноутбуком. Он был неброско красив. Темные волосы, которые он в задумчивости перебирал пальцами, серьезные серые глаза и улыбка, появлявшаяся так редко, что я начала считать эти моменты своими маленькими победами. Я узнала его порядок наизусть и готовила кофе чуть крепче, а в тирамису клала чуть больше какао. Мы обменивались парой ничего не значащих фраз. «Хорошего дня», «Спасибо» и «Вам тоже». Но в его взгляде было что-то, что заставляло мое сердце биться чаще. Он смотрел на меня не как на часть интерьера, а как на человека. Глубоко, заинтересованно. Однажды весенним днем, когда дождь хлестал по окнам, как назойливый продавец, он не пришел. И на следующий день тоже. Я ловила себя на том, что бессознательно ищу его силуэт в толпе прохожих и испытывала странную, ноющую пустоту. А когда через неделю он снова переступил порог, мое сердце упало, а потом взлетело до самого неба. «Я боялся, вы уволились», — сказал он, и в его голосе прозвучала неподдельная тревога. «А я боялась, что вы нашли кофе получше», — выпалила я и тут же покраснела. Он рассмеялся, и это был самый прекрасный звук, который я слышала. Так началось наше сближение. Сначала разговоры за стойкой затягивались, потом он стал дожидаться моего окончания смены, и мы шли гулять по вечернему городу. Он рассказывал, что работает в IT, фрилансер, живет в скромной однушке на окраине. Его история была так похожа на мою. Переезд в столицу, поиск себя, маленькие радости и большие надежды. Я чувствовала себя с ним на одной волне. В его присутствии мир обретал краски. Прикосновение его руки к моей локтю, когда он помогал надеть пальто, отзывалось внутри молнией. Его запах, свежий, с легкой ноткой кожи и чего-то неуловимого, древесного, кружил голову. Я влюблялась. Безнадежно и стремительно, как в романтической комедии, в которую я всегда не верила. Он был моим простым, понятным, таким же, как я, парнем, моим тихим счастьем. И я не подозревала, что наша идиллия — всего лишь искусно выстроенная декорация, за которой скрывается настоящая буря. Иллюзия рая. Лето стало золотым саундтреком к нашему роману. Мы встречались как самые обычные влюбленные. Пикники в парке, где он с серьезным видом дегустировал мои кулинарные эксперименты, пересоленные пирожки и подгоревшие блинчики. Ночные сеансы в маленьком кинотеатре, где мы делили одно кресло и попкорн, а его рука не отпускала мою до самых титров. Прогулки по набережной, когда город зажигал огни, отражаясь в темной воде, как рассыпанные бриллианты. Каждое его прикосновение было для меня откровением. Его пальцы, сплетающиеся с моими, казались идеальным пазлом. Его поцелуи, сначала нерешительные, потом все более страстные, сметали все мысли, оставляя лишь ощущение падения в бездну. Я тонула в его объятиях, чувствуя, как бьется его сердце в унисон с моим. Это была страсть, которую я не могла контролировать, огонь, который пожирал все мои страхи и сомнения. «Ты пахнешь как дом»,
Как-то прошептал он мне на ухо, зарывшись лицом в мои волосы. Мы лежали в моей крошечной комнате в общежитии, и лунный свет серебрил его профиль. «Какой дом?» — удивилась я. «Тот, в котором хочется остаться навсегда», — ответил он, и в его словах была такая нежность, что я готова была расплакаться. Но иногда, в самые неожиданные моменты, я ловила на себе его странный взгляд. Взгляд, полкий какой-то мучительной тоски и вины. Он замолкал, уходя в себя. И стена, которую я не видела, но чувствовала, вырастала между нами на несколько секунд. «Что с тобой?» — спрашивала я. «Ничего, солнце, просто устал», — отмахивался он и снова становился тем самым простым и любящим Максом. Однажды мы проходили мимо роскошного бутика, витрины которого сияли, как сокровищница Али-Бабы. Я, шутя, указала на платье цвета спелой вишни. «Представляешь, надеть такое, как Золушка на балу». Он остановился, и его лицо стало маской. «А ты хочешь быть Золушкой?» В его голосе прозвучала какая-то сталь, которая мне была несвойственна. «Не глупи», — рассмеялась я. «Мое царство — это кухня в Уантонио, а это платье создано для другой жизни». Он не ответил, лишь сжал мою руку так сильно, что стало больно. Я списала это на его странное, иногда проявляющееся упрямство. Он делал мне подарки, но всегда скромные и уместные. Книгу моего любимого поэта, красивую чашку для чая, шарф, который я при нем примерила и которому обрадовалась как ребенок. Ничто не выдавало в нем человека с иными финансовыми возможностями. Он был гением перевоплощения, и я, ослепленная любовью, не хотела видеть трещин в его образе. Я верила в нашу простую, честную историю. До самого конца. Правда, похожая на кошмар. Осень ворвалась в город резким ветром и огненным убранством парков. Максим стал нервным и рассеянным. Его телефон, который обычно лежал безмолвно, теперь вечно вибрировал, и он выходил говорить в соседнюю комнату, приглушая голос. «У меня проблемы с проектом», — бросал он, возвращаясь, и в его глазах читалось такое напряжение, что я боялась спрашивать. И вот в один из таких вечеров, когда он бледный смотрел в окно, я не выдержала. Я подошла сзади, обняла его и прижала щекой к его спине. «Макс, что происходит? Мы же вместе. Дай мне помочь». Он обернулся. В его глазах бушевала буря. Он держал меня за плечи. Его пальцы впивались в кожу почти болезненно. «Алена, ты любишь меня? Того, кто я есть? Неважно, что у меня есть или чего нет. Я люблю тебя, глупый», — прошептала я. «Просто тебя». Он глубоко вздохнул, словно готовясь к казни. «Меня зовут не Максим. Вернее, не только так. Мое полное имя — Максимилиан Волконский». От этого имени в воздухе повеяло холодом и чем-то нереально далеким. Я слышала эту фамилию. Ее мелькало в новостях о крупных сделках, благотворительных балах, светской хронике. Волконские — это не просто богатая семья. Это империя. Это имя из другого мира. Я не фрилансер. Его голос был ровным и пустым. Я руковожу семейным холдингом. Я устал от того, что ко мне относятся как к кошельку с ногами. Я хотел пожить обычной жизнью, познакомиться с человеком, который полюбит меня не за деньги, а просто так, как того парня из кофейни. Я отшатнулась, как от удара током. Комната поплыла перед глазами. Его слова врезались в сознание острыми осколками. «Миллионер?» — выдавила я. «Ты миллионер? И все это время это была что, игра? Социальный эксперимент? Посмотри, сможет ли простушка полюбить принца?» «Нет, Алена,
Это была не игра. Это была единственная за последние годы правда в моей жизни. Ты — моя правда. Но я уже не слышала. Вся наша история, каждый нежный взгляд, каждое ласковое слово, каждое прикосновение — все превратилось в пыль, в обман. Я была не Аленой, а подопытным кроликом в его стерильном мире, лишённом искренности. Разрушение было тотальным. Мое доверие, моя любовь, моя вера в него — все было разбито вдребезги одним единственным предложением. Бездна между нами. Я не помню, как оказалась дома. Следующие несколько дней прошли в тумане. Я отключила телефон, не выходила на работу. Мир, который я знала, рухнул. Максим, мой Макс, оказался миражом. А на его месте был незнакомец по имени Максимилиан Волконский. Холодный, далекий, недосягаемый. Он осаждал мою дверь, звонил в домофон, писал сообщения, которые я удаляла, не читая. Его слова, его оправдания тонули в гуле моего собственного горя. Я чувствовала себя униженной. Все наши милые, бедные свидания, мои наивные подарки, моя гордость за нашего скромного счастья — все это теперь выглядело жалкой пародией. Наконец, я согласилась встретиться. Мы сидели в том самом кафе, где все началось, но теперь между нами лежала целая пропасть. Он выглядел измотанным, постаревшим. «Я должен был сказать тебе раньше», — начал он, не поднимая глаз на свою чашку. «Но я боялся потерять тебя». С каждым днем ложь становилась все невыносимее, а признаться — все страшнее. «Ты не боялся потерять меня?» Голос мой дрожал, но я держалась. «Ты боялся, что твой прекрасный эксперимент закончится. Я была для тебя чем-то вроде экзотического питомца. Посмотрите, я нашел девушку из народа. Она так мило радуется простым вещам». Он посмотрел на меня, и в его глазах стояла настоящая боль. «Это неправда. Ты думаешь, мне легко? Мое детство прошло между уроками этикета и встречами с инвесторами. Мои друзья — это деловые партнеры. Мои невесты — это дочери моих конкурентов, холодные куклы с безупречными улыбками. Ты была первым, что было по-настоящему теплым, живым, настоящим. Твои руки пахли кофе и добротой. Твой смех был искренним. Я полюбил тебя, Алена. Не образ, который я придумал, а тебя». Его слова жгли. Часть меня, та самая, что так сильно его любила, рвалась ему верить. Но рана была слишком свежа. «А как насчет моего выбора, Максимилиан?» Я нарочно утрировала его имя. «Ты отнял у меня право решать, хочу ли я быть с тем, кем ты являешься на самом деле. Ты построил наши отношения на лжи. Как я могу тебе верить? Как я могу теперь отличить, где заканчивается актер и начинается настоящий ты?» Он замолчал. Ответа у него не было. Только молчаливое признание вины. Мы сидели друг напротив друга. Два одиноких острова, разделенные океаном обмана и социальных условностей. Он — наследник империи. Я — простая бариста. Наша любовь оказалась сказкой. А в сказках, как известно, золушки всегда возвращаются в свое правое положение. Пора было просыпаться. Испытание выбором. Я уволилась из кофейни. Нужно было начинать все с чистого листа. Я устроилась в небольшой книжный магазин, где пахло старыми фолиантами и тишиной. Жизнь вошла в новое спокойное русло, но пустота внутри не заполнялась.
Его образ преследовал меня везде. В улочках, где мы гуляли, в песнях, что мы слушали, в тишине моего одинокого жилья. Прошло 2 месяца. Однажды вечером, листая ленту соцсетей, я наткнулась на новость. Холдинг Волконских оказался в центре крупного скандала. Партнеры отворачивались, акции падали. В статье было его фото. Он выходил из здания суда. Его лицо было исчерчено усталостью. Плечи сгорблены под невидимым грузом. И в его глазах, которые я так хорошо знала, я увидела не поражение, а ту самую тоску, что мелькала в них и раньше. Мое сердце сжалось от острой пронзительной жалости и чего-то большего. В тот момент я поняла, что все это время все еще любила его. Не Максимилиана Волконского, а того человека, который прятался за этим именем. Того, кто искал тепла, кто боялся одиночества, кто был готов на безумную авантюру с переодеванием, лишь бы найти что-то настоящее. Он позвонил мне той же ночью. Его голос был хриплым и сломанным. «Прости, что беспокою, просто хотел услышать твой голос». «Я видела новости», — тихо сказала я. «Как ты?» Он горько рассмеялся. «Разорен. Ну, почти. Семья в ярости, репутация в грязи. А знаешь, что самое странное? Мне почти все равно, потому что все это время я думал только о тебе». Мы говорили несколько часов. На этот раз он был абсолютно честен. Он рассказал мне о своем детстве, о давлении семьи, о своем страхе никогда не быть понятым и любимым по-настоящему. Он не просил меня вернуться. Он просто делился. И я слушала. И впервые за долгое время стена между нами начала рушиться. Я видела не успешного бизнесмена и не обманщика, а раненого, одинокого человека, который совершил ужасную ошибку, движимый страхом. «Что ты будешь делать?» — спросила я на рассвете. «Буду начинать все сначала. Без имени, без состояния. Только сам. Как тогда, когда я впервые зашел в твое кафе». В его голосе прозвучала решимость, которой я раньше не слышала. Решимость быть собой. И тогда передо мной встал самый трудный выбор в моей жизни. Простить и принять его, со всем его сложным, травмированным прошлым, с его ошибками, или продолжать идти по безопасному, но одинокому пути. Страх шептал: «Он уже обманывал тебя, Ванс». Но сердце кричало: «Он страдал так же, как и ты, и он готов меняться. Наша история, а не сказка». Я стояла на пороге его новой квартиры. Это была скромная студия в обычном районе, без видов на город и дизайнерского ремонта. Он открыл дверь. Он был в простых джинсах и футболке, босой. Он похудел, в его глазах были тени, но в них также был свет, чистый, беззащитный, настоящий. Мы смотрели друг на друга, затаив дыхание. Прошлое, боль, обида, страх. Все висело в воздухе между нами. «Я не Золушка», — сказала я первая, мой голос дрожал. «И я не хочу, чтобы ты был моим принцем из сказки. Сказки лгут. В них нет боли, нет прощения, нет работы над ошибками». «Я знаю», — тихо ответил он. «Я тоже не принц. Я просто человек, который безумно любит тебя и который готов всю жизнь доказывать, что заслуживает твоего доверия». Я сделала шаг вперед, переступая через невидимый порог нашего прошлого. «Я не прошу у тебя богатства, Макс, и не прошу обещаний, данных на небесах. Я прошу у тебя только одного — правды. Всегда. Какой бы горькой она ни была. Я обещаю». Выдохнул он, и в этом слове была клятва, более крепкая, чем любой брачный контракт. Я протянула руку и коснулась его щеки. Его кожа была теплой, живой. Он прикрыл глаза, прижав свою ладонь к моей,
и по его лицу скатилась слеза. Это была первая слеза, которую я видела у него. И в этот момент я поняла, что это и есть та самая правда, которую я искала. Мы не бросились в объятия друг другу. Не было страстного поцелуя, разрешающего все конфликты. Было тихое, медленное падение стен. Я вошла в его новый, настоящий мир. Мы сели на пол, прислонившись к голой стене, и пили чай из простых кружек. Мы разговаривали, мы молчали. Мы смотрели друг на друга и учились видеть за шрамами любовь, за ошибками — шанс. Наша история не была сказкой. Она была сложнее, болезненнее и, возможно, именно поэтому настоящей. У нас впереди была долгая дорога прощения и восстановления доверия. Но мы шли по ней вместе. Не миллионер и официантка, а просто мужчина и женщина, которые нашли друг друга сквозь ложь и условности, и которые выбрали любить не идеальные образы, а живых, ранимых, настоящих друг друга. И в этом выборе была наша сила. Сильнее любой страсти, любого богатства и любой, даже самой красивой лжи.